Как выбрать межкомнатные двери в квартиру? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Вы планируете начать отделочные работы в квартире и подумываете о замене межкомнатных дверей. Предлагаем вам подробную информацию о видах дверных полотен, материалах изготовления дверей и вариантах их отделки, а также о том, как правильно замерить дверные проемы и на что обратить внимание при оценке качества межкомнатных дверей при их покупке и монтаже. Межкомнатные двери – важный элемент интерьера. Фактически в любом жилом интерьере присутствуют межкомнатные двери, как минимум в ванной и санузле, а чаще всего на входе в каждое помещение. Поэтому ремонт квартиры или дома неизбежно ставит вопрос выбора межкомнатных дверей, которые будут гармонировать с интерьерным оформлением. А еще лучше станут его украшением, его изюминкой. Подбором подходящих дверей лучше всего озаботиться еще на стадии планирования ремонта, в процессе разработки дизайн-проекта. При этом важно принять во внимание не только их внешний вид, но и надежность, долговечность, звукоизоляцию. Постараемся разобраться с вариантами и особенностями различных межкомнатных дверей. Виды дверей по конструктивному исполнению. Современные межкомнатные двери могут различаться по разным параметрам – конструкция, материал изготовления, способ отделки и так далее. Начнем разбор с наиболее ключевого отличия – конструктивного исполнения. Основные типы конструкции межкомнатных дверей. Филенчатые. Каркас дверного полотна выполняется из доски и брусков. Могут присутствовать горизонтальные и вертикальные перемычки. А межкаркасное пространство заполняется филенками, фигурными элементами, изготавливаемыми из дерева или древесных плит – ДСП, МДФ, HDF. Иногда присутствуют стеклянные вставки. Филенчатая конструкция является достаточно долговечной и устойчивой к деформациям и дарит широкий выбор вариаций декора. Слабое место, на которое стоит обращать внимание – стыки филенок с каркасом. Щитовые каркасные двери. В качестве основы полотна берется каркас из массива дерева, чаще всего сосны. Затем каркас обшивается с двух сторон листами МДФ, а во внутреннее пространство при этом вкладывается наполнитель. Как правило, это сотовая картонная конструкция или легкий изоляционный материал. Царговые. Дверное полотно выполняется из боковых стоек и нескольких горизонтальных вставок, которые называют царгами. Деревянные или композитные царги могут иметь одинаковую или разную ширину, комбинироваться с другими материалами, например, со стеклом, что выглядит очень интересно. В качестве недостатка можно отметить слабую звукоизоляцию, если между царгами нет уплотнителей или пазогребневого соединения. Цельностеклянные – это сплошное полотно из закаленного многослойного стекла большой толщины 10-12 мм. Такие двери не блещут хорошей звукоизоляцией, но обладают абсолютной влагостойкостью, поэтому могут стать неплохим вариантом при ремонте ванной и других влажных помещений. Виды дверей по материалу изготовления и отделки. Потребительские свойства межкомнатных дверей во многом определяют материал их изготовления, по этому параметру изделия можно разделить на два больших класса – двери из натурального дерева и из искусственных материалов. Межкомнатные двери из массива дерева. Двери из натурального дерева отличаются высокой прочностью, хорошей звукоизоляцией и превосходными эстетическими свойствами. К числу недостатков можно отнести лишь чувствительность к перепадам влажности и значительный вес, который может потребовать монтажа дополнительных петель. Недорогой сегмент обычно включает в себя двери на основе древесины сосны или ели, которые декорируются с использованием морилок и лаков. Если говорить о более дорогих изделиях, выполняемых на заказ, то здесь выбор материалов очень широк – дуб, орех, бук, красное дерево и другие. Пожалуй, цена – единственный недостаток таких моделей. Межкомнатные двери с искусственным наполнением. Выполнение дверей с применением искусственных заменителей дерева преследует одну основную цель – снижение стоимости изделий. В качестве наполнителей в производстве межкомнатных дверей наиболее часто используют следующие материалы. Картон. Картонный сотовый наполнитель тамбурат применяется при изготовлении щитовых дверей. Он имеет небольшой вес и дает неплохую шумоизоляцию, но такая дверь очень уязвима к механическим повреждениям. ДСП. Полотна для щитовых дверей из цельных или многопустотных ДСП обшиваются МДФ или пластиком, а по периметру усиливаются деревянным брусом. По весу изделия получаются тяжелее, чем с картонным наполнителем, но при этом у них выше характеристики прочности и звукоизоляции. МДФ. Полотна на основе МДФ вместо ДСП заметно легче, более долговечны и экологичны, при этом они намного устойчивее к повышенной влажности и механическим повреждениям.
Сосновые бруски. Наборное наполнение из склеенных деревянных брусков обшивается МДФ, в результате чего получаются достаточно массивные, но прочные и экологичные полотна. Полимеры. Речь идет преимущественно о пенополиуретане, который все активнее применяется в качестве наполнителя. В результате получается достаточно легкая дверь с хорошими звукоизоляционными свойствами. Декоративная отделка дверей. Внешнее покрытие полотна очень важный фактор, ведь как раз оно придает межкомнатной двери конечный дизайн. А еще именно на покрытие в наибольшей степени будут влиять такие факторы, как перепады температуры и влажности и уровень запыленности в помещении. В настоящее время при изготовлении полотен применяются следующие декоративные покрытия. Натуральный шпон – качественное и дорогостоящее покрытие, которое применяется при изготовлении дорогих моделей дверей, получается путем продольного строгания древесных стволов. Реконструированный шпон изготавливается из лущенного дерева мягких пород, спрессованного и нарезанного тонкими листами. Покрытие смотрится красиво, но нуждается в лакировке или окраске. Эко-шпон – пленка из полипропилена, искусственный материал, имитирующий фактуру натуральных, обладает высокой устойчивостью к различным нагрузкам, наносится при нагревании. Ламинантин, меламин, GPL пластик. Синтетический материал, выполняемый с использованием меламиновых смол, отлично отображает текстуру и фактуру натуральной древесины, обладает высокой эксплуатационной стойкостью. Пленка ПВХ – искусственное покрытие, хорошо имитирующее качественную покраску. С воспроизводством текстуры дерева справляется плохо, рисунок выглядит неестественно. Полиэфирное покрытие. Данные составы отличаются эффектным зеркальным блеском и обходятся очень недешево. Единственный минус – низкая устойчивость к механическим повреждениям, царапинам и другим. Эмаль – красящие составы, наносимые на грунтованные или шпанированные полотна. Допускается окраска практически в любой цвет шкалы. Учитывайте, что выбор того или иного декоративного покрытия окажет существенное влияние на стоимость дверей. Виды дверей по способу открывания. Функциональные особенности межкомнатных дверей выбираются с учетом планировки жилья, дизайна интерьера и размеров помещений. Ключевой частью функционала здесь является способ открывания. По методу открывания можно выделить три основных вида дверей. Распашные – это наиболее распространенный классический вариант межкомнатных дверей. В подавляющем большинстве случаев устанавливается одностворчатая конструкция, в больших помещениях двухстворчатая. Распашные двери характеризуются простым монтажом, в котором используется прочная дверная коробка, зафиксированная в проеме. Раздвижные. Полотно сдвигается по направляющим, чтобы открыть проем. При этом створка может передвигаться вдоль стены или даже прятаться в простенок. Основной мотив для выбора такой конструкции – нехватка пространства, поскольку в открытом положении полотно занимает минимум места. Раскладные. Такие двери также перемещаются по направляющим, но полотно при этом компактно складывается гармошкой. Здесь ключевую роль может играть нехватка пространства или особенности дверного проема. Однако в любом случае раскладные двери являются наиболее сложными в монтаже и эксплуатации и чаще всего не радуют хорошей звукоизоляцией. Но при этом они могут смотреться весьма интересно и оригинально. Как правильно замерить дверной проем? Перед заказом или приобретением дверей необходимо произвести грамотные замеры проемов. Чтобы определиться, встанет ли дверь в проем, используют следующую формулу. К планируемому размеру полотна прибавляют 50 мм по высоте и 100 мм по ширине. Если в конструкции предусмотрена дверная коробка, то к размерам полотна нужно прибавить 100 мм по высоте и 200 мм по ширине. Толщину стен проема тоже обязательно нужно учитывать. При значительной толщине стены может возникнуть необходимость увеличения ширины дверной коробки. Как правило, для этой цели используется доборная доска – добор, которая должна быть в комплекте. В целом, чтобы в будущем не было проблем, при планировании проемов в новых перегородках разумнее следовать принятым стандартам. 2055-2060 мм высота и 700, 800, 900 ширина. Данные размеры должны учитывать отделочные слои и напольные покрытия. Какие межкомнатные двери выбрать? Проверяем качество. Межкомнатные двери устанавливаются в конце чистовой отделки, поэтому с покупкой серийных моделей можно не спешить. А о заказе нестандартных изделий стоит позаботиться заранее. Однако в любом случае нужно будет оценить их качество изготовления. На что обратить внимание при выборе и проверке качества дверей? Пристально рассмотрите кромку, на облицовочных стыках не должно быть зазоров.
Лицевая поверхность полотна должна быть ровной, без волн. Такие изъяны можно заметить, меняя угол зрения и освещение. На отделочном слое недопустимы повреждения и дефекты, зерна, мелкие трещины. У дверей с остеклением стоит выяснить тип светопрозрачного материала и его толщину. Если остекление не превышает половины поверхности полотна, то подойдет обычное стекло, не тоньше 6 мм. Если площадь остекления больше, то желательно брать дверь с закаленным стеклом. У филенчатых дверей следует узнать толщину и материал декоративных вставок. Если филенки из МДФ, то они не должны быть тоньше 14 мм, чтобы дверь имела достаточные показатели прочности и шумоизоляции. Межкомнатные двери нужно завозить только после завершения ремонтных работ с мокрыми процессами, после высыхания стен и потолков и снижения уровня влажности, иначе есть риск того, что влага окажет свое разрушающее действие, даже если дверные полотна упакованы пленкой. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.